Всем привет! Меня зовут Всеволод, и сегодня у нас не совсем стандартный крафт, надеюсь. Сейчас на канале начаты две основные категории крафта. Миниатюрки и ландшафт. Или террейн, как угодно. И это видео откроет новую категорию. Мы же здесь все про ролевые игры. Ну или многие из нас. Поэтому я хотел бы с вами поделиться своими идеями крафта. Всяких вспомогательных настольных штук и аксессуаров. Инженерно-настольный крафт. Итак, первым крафтом в этой категории будет оригинальный счетчик ячеек заклинаний. Для подземелий и драконов 5-й редакции. Наконец-то у меня появилась возможность доделать свои прототипы. Получается, канал «Хорошая мотивация». В моей последней партии в ДНД было много новичков. К тому же заклинателей. И мне захотелось сделать для них интересный счетчик ячеек заклинаний. И так как в интернете я ничего интересного не нашел, пришлось сделать свое. Самая важная задача для меня была, чтобы счетчик показывал не только текущее количество ячеек, но и максимально текущий уровень. Ну и сюда же я решил добавить дополнительные функции. Например, такие, как основные характеристики заклинателей. Что ж, попробуем довести это до ума. Все, что нам потребуется, это тонкий и толстый картон. Если хотите повышенной прочности, рекомендую использовать трехслойный гофрокартон. Первым делом вырезаем из толстого картона все детали. Как всегда, в ссылке в описании вы найдете лекало, в котором будут указаны все детали и размеры. Точные, насколько это возможно. После того, как мы вырезали все детали из толстого картона, мы вырезаем из тонкого картона цилиндр. Благодаря сложным математическим формулам, открытым древними философами, мне удалось рассчитать длину картона для правильного диаметра цилиндра. Устройство будет успешно. Готово. Теперь подробнее по деталям. Это основание. На него мы и будем все лепить. Это две задние стенки, которые будут формировать слоты для карт заклинаний. А справа маленькая перепонка, разделяющая их на два. А это составные части основного информационного экрана. Слоты для текущих ячеек заклинаний. Это просто вспомогательные плашечки для набора высоты, а это щиточек для запаса потраченных ячеек. Это боковая стенка, а это будущий присоединяемый модуль для фокусировки предмета или другой лабуды. Ну и цилиндр для таблицы. Не забываем вырезать в будущем цилиндре паз, через который и будет видно таблицу с ячейками. Последним элементом для сборки нам остается нарезать тонкий картон. Ним мы будем украшать наш счетчик, укрепляя его и закрывая разрезы толстого картона. Я режу тонкие примерно по полсантиметра и также толстые по сантиметру для важных угловых граней. Первым делом я предлагаю вам украсить и укрепить информационные экраны, потому что потом это будет сделать гораздо сложнее. Как и с тайлами подземелья и с другими подобными крафтами, просто проходитесь горячим клеем и прикладываете туда тонкий картон. И лишнее обрезаем ножницами. Не забываем про внутренние окошки. Все по классике. Клей, пальцы и картон. Будьте внимательны в углах, чтобы тонкий картон плотно прилегал. Примерно вот так. То же самое делаем и с большим экраном. Далее канцелярским ножом обязательно чистим их от выступающих клея и картона. Для этих экранов это важно. По крайней мере для маленького так точно. Далее нам нужно приклеить цилиндр к экрану. Собственно, цилиндр и есть основа счетчика. Именно он дает прогрессию максимального значения ячеек заклинаний, чего я и хотел добиться. Проходимся горячим клеем по контуру отверстия и клеим цилиндр. Сначала к одной стороне, потом ко второй. Вы также можете использовать клей ПВА. В одном из прототипов я так и делал. На время сушки фиксировал биндерами. Соединение так намного качественней и красивей, да и некогда. Вот что в итоге получилось. Далее нам нужно прикрепить экран с цилиндром на основании. И вот здесь нам и потребуются те самые вспомогательные плашки. Ими мы должны добрать высоту до экрана. Здесь нам стоит руководиться только желаемыми углом наклона экрана и искривлением цилиндра, а точнее его отсутствием. Обычно это 4-5 плашек. Зависит от толщины картона и высоты экрана. Угол наклона экрана нужен не только для удобств, а также, чтобы мы могли удобно подогнать заднюю стенку. Как только мы набрали нужную высоту, клеим к плашкам экран. А потом и цилиндр к основанию. В принципе, на этом вы можете и остановиться. Нацепить сюда маленький экранчик и все. Компактный оригинальный счетчик заклинаний готов. Но мне было интересно сделать больше. Я примерил заднюю стенку. Высоковато. Отрезал лишнее и клею.
Сразу следом я клею перегородку посередине и еще одну заднюю стенку. Теперь я клею полосу для маленького экранчика. Хоть немного и рановато. И щиточек для запаса ячеек. Теперь канцелярским ножом мы обрезаем лишнее, то есть отрезанное или приклеенное не по размеру. Далее закрываем бока с одной стороны и с другой. После боков я перехожу к украшению тонким картоном. Как и говорил ранее, толстыми полосками тонкого картона я перекрываю основные вертикальные и горизонтальные грани. А тонкими полосками закрываю все оставшиеся срезы картона. Также не забываем укрепить и собрать наш присоединяемый модуль. Приклеиваем слоты для текущих ячеек заклинаний. А после и маленький информационный экран. Полоска тонкого картона, приклеенная туда ранее, в сумме с горячим клеем, должна обеспечивать достаточную толщину для того, чтобы туда влезла карточка. Далее нам нужно сделать пазы для присоединяемого модуля. Модуль будет крепиться на двух деревянных шпательках. Ранее я уже использовал их в своих видео, когда делал тайлы. Здесь секрет в том, чтобы порезать дырки там, где они не будут нам мешать. Например, не порежут заднюю стенку или цилиндр внутри. Должно быть примерно вот так. Теперь клеим наши ножки на модуль. И зашиваем тонким картоном. Для красоты и прочности. Вот что мы имеем. Но далее мне хотелось бы его украсить и придать рельефности. Я буду делать это при помощи клея ПВА и тонкого картона. Именно потому, что клей ПВА не оставит следов. Плашка для описания характеристик. Нумерация ячеек. Солнышко вот тут. И вот что мы имеем. Вот слоты для ячеек заклинаний. Это окошки для характеристик. Экранчик для максимального значения ячеек. И место для текущих ячеек. Кстати, я уже говорил об этом ранее. Не выбрасывайте вот этот клей, который остается после работы пистолета. Из него можно сделать много чего интересного. И если вам мало миниатюрок из предыдущего видео, в следующем я покажу вам, как еще можно это использовать. Кстати, я рекомендую использовать пергамент именно потому, что с него легче отдирать клей. Переходим к покрасу. Грунтуем черным акрилом. Я побоялся, что экраны могут слипнуться. Поэтому я засунул туда заранее заготовленную ламинированную карточку. Картон в скотче подойдет не хуже. Чисто перестраховаться. Также я попробовал баллончиком закрасить пробелы внутри. Это очень зря. Вот что получилось. Если вы более прилежный парень, чем я, вы можете покрасить накладные части заранее, чтобы избежать вот таких вот пробелов. Далее просто серая сухая кисть. Вот что мы имеем после нее. Теперь медью я покрашиваю весь тонкий картон, как будто металлические набойки. Слоты для ячеек решил оставить без меди. Теперь сухая кисть с золотом по элементам с металлом, с медью, и по нумерации ячеек. Вот что получилось теперь. Далее, для дополнительных теней, я делаю проливку темно-синим. Все еще просто разбавленная водой синяя акриловая краска. Вот что у меня получилось. Как видите, я вообще не парился. Ну, и результат подкачал, конечно. Про модуль сзади я вообще забыл. И, как последний штрих, постоянно сухая белая кисть. По самым интересным моментам. Здесь опасно переборщить. Теперь гелевой ручкой нужно подписать окошки на экране. Я сделал вот так.
Теперь вставляем в цилиндр нашу таблицу ячеек. И ее как раз можно прокручивать внутри цилиндра, получая максимальное количество ячеек на текущий уровень. Далее вырезаем карточку для экрана. У меня был древний большой ламинированный лист. Я просто вырежу из него. Можно также легко использовать картон и скотч, или карту и протектор, как хотите. Смысл такой защиты только в том, что вы сможете стирать информацию и записывать заново. То есть эта карточка будет многоразовая. Иначе можно просто брать обычный картон или бумагу и писать на них, разницы никакой. Далее заполняем слоты ячеек заклинаний. Вставляем наш модуль для фокусировки и сам предмет. И заклинание. И вот что в итоге мы имеем. Нашему барду уже 18 уровень, ну то есть ему все можно. Тратя ячейки заклинаний, вы просто перемещаете их из текущих в свой запас. Оп, чистый лист, все готово, для любого другого. Ну, я явно недооценил работу по приведению прототипа в конечный результат. Поэтому даже я сам не удовлетворен. И могу сразу сходу дать вам несколько советов. Карточку можно сделать более приятного цвета, чем белый. Например, желтого или какого-нибудь другого. Таблицу лучше печатать на фотобумаге или картоне. Так она будет плотней, а значит будет гораздо лучше держаться и ей будет удобнее пользоваться. Кстати, эти три таблицы для кастеров, полукастеров и третьекастеров я также оставил в ссылке в описании под видео. Если какой-то энтузиаст захочет их украсить, например, сделать вместо кружков огненные шары для волшебника, я буду очень рад. И, пожалуйста, поделитесь со всеми. Также таблицу тоже можно склеить в цилиндр. Но тогда хранить ее будет не так удобно. Далее, слоты для ячеек. То, что они отдельные, это рудимент моих прототипов. Нет особого смысла делать их отдельно. Это можно сделать одной длинной плашкой. Просто визуально разделить тонким картоном. А также скрыть долбанный разрез картона. Как же он бесит. И еще, для них используйте лучше трехслойный гафрокартон, потому что его иглы точно не пробьют насквозь. Далее, вместо таких иголок, которые смотрятся достаточно дешево, вы можете придумать что угодно свое. Например, сделав особые ячейки на зубочистках. Ну, или спичках, не знаю. Или хотя бы эти покрасить можно, например. Слот для модуля, который для фокусировки, что я показал в этом видео, только один из вариантов. Таким образом вы можете вплетать его куда угодно. Ну ладно, не куда угодно, а где есть толще картона. Также еще есть интересная опция пользоваться карточками через биндер. Примерно вот так. Это не должно сильно мешать карточкам заклинаний. Ну вот и все. Расскажите, как вам мое изобретение? Надеюсь, оно все-таки мое. Оригинальность сегодня тема очень скользкая. Если у вас появятся идеи, тоже пишите, пожалуйста. На самом деле, мне немного не здоровилось, когда я делал этот счетчик. Поэтому я крайне недоволен его дизайном. Простите, пожалуйста, за это. Я точно сделаю более красивый и поделюсь с вами. И в нем я, конечно же, учту ваши интересные идеи, если вы, конечно, таковым поделитесь. Счетчик получился немного больше, чем его прототип. Но это также из-за дополнительного функционала. Мне кажется, слоты для карт — это очень удобная штука. Даже если там не будет карточки заклинаний, а какие-либо другие карты. Также, как присоединяемый модуль, открывает очень много интересных возможностей. Впрочем, вы всегда можете остаться на минималистичном варианте прототипа. Да, и кстати, в конце этого видео я приведу короткие инструкции для того, чтобы освежить память для сбора. Вот такая приблуда у меня получилась. Когда я изобретал прототипы для моих игроков, ничего похожего в интернете я не обнаружил. Мне показалось удобным иметь под рукой счетчик ячеек, который показывает максимальное и текущее их количество. А что скажете вы? Мне очень интересно ваше мнение о таком изобретении. Было бы вашим заклинателям удобно таким пользоваться? Сделали бы вы себе такой счетчик? Интересны ли вам такие крафты? Ведь у меня еще много идей и наработок. От простых до сложных. Так сказать, от башни кубов до книги заклинаний. В общем, неравнодушные. Лайкайте, подписывайтесь и отзывайтесь. Отзывайтесь обязательно. Ранее заданные вопросы не просто так. Только так смогу понять, что оно вам интересно. Спасибо. Основная инструкция. Первым делом смотрим на лекало и вырезаем детали из толстого картона. Потом из тонкого картона вырезаем цилиндр и полоски для украшения. Тонкие для среза картона и толстые для углов основных граней. При помощи горячего клея собираем счетчик и красим.
А теперь инструкция по сбору счетчика клеем. Подробно. Первым делом тонким картоном мы скрываем срезы толстого картона на информационных экранах, на внешних гранях и на внутренних окошках. Далее мы приклеиваем конус из тонкого картона к основному информационному экрану. Далее вспомогательными плашками набираем подходящую для цилиндра и экрана высоту. Потом клеим основной экран к вспомогательным плашкам, а цилиндр к основанию. Далее клеим заднюю стенку, перегородку для карточек, вторую заднюю стенку, боковые стенки и передний щиток. Следующим пунктом украшаем основные грани или углы счетчика тонким картоном. Потом заклеиваем все оставшиеся срезы толстого картона тонким и в конце украшаем для рельефа.